Билет в безупречность. Пока Дон Хуан говорил о том, как разбить зеркало саморефлексии, совсем стемнело. Я сказал ему, что чудовищно устал, и предложил прервать наше путешествие и вернуться домой. Однако он настаивал на продолжении пути, заметив, что необходимо использовать каждую минуту наших с ним встреч, чтобы рассмотреть истории магов или вспоминать происходившие у меня сдвиги точки сборки. И я был не в духе и пожаловался на то, что сильная усталость может породить во мне чувство неуверенности и неопределенности. «Твоя неуверенность вполне понятна», — сказал Дон Хуан, как нечто само собой разумеющееся. «В конце концов, ты имеешь дело с новым видом непрерывности. Нужно время, чтобы привыкнуть к ней. Воины проводят годы в таком состоянии, когда они уже не обычные люди, но еще и не маги». «Что с ними происходит?» — спросил я. «Они выбирают что-то одно?» «Нет, у них нет выбора», — ответил он. «Все они в конце концов осознают, что стали магами. Трудность заключается в том, что зеркало саморефлексии чрезвычайно могущественно, и его можно одолеть только после беспощадной битвы». Он замолчал и, казалось, ушел в свои мысли. Тело его напряглось, как это бывало не раз, когда, по моим наблюдениям, он погружался в своего рода глубокую задумчивость, которую он сам охарактеризовал как сдвиг точки сборки, делающий возможным вспоминание. «Я хочу рассказать тебе историю о билете мага в безупречность», вдруг сказал он после почти получасового молчания. «Сейчас ты услышишь историю моей смерти». И он стал описывать события, происходившие после его прибытия в Дуранго, когда он все еще был переодетой женщиной и около месяца скитался по Центральной Мексике. Он сказал, что старый Белисарио доставил его прямиком на Гасиенду, чтобы спрятать от преследовавшего его чудовищного человека. Сразу по прибытии Дон Хуан довольно смело, если принять во внимание его замкнутый нрав, представился всем, кто жил в доме. Среди его обитателей было 7 красивых женщин и странный необщительный мужчина, не проронивший ни слова. Дон Хуан восхитил прелестных женщин своим рассказом о чудовищном человеке. Больше всего им понравилась его маскировка, которую он до сих пор носил, а также связанная с ней история. Они без устали слушали рассказ о подробностях путешествия Дона Хуана и наперебой советовали, как усовершенствовать знания, полученные им за время путешествия. Дона Хуана удивляли их непостижимые для него уравновешенность и уверенность. 7 женщин были утонченными особами, и ему было хорошо с ними. Он полюбил их и доверял им. Они обращались с Доном Хуаном с уважением и учтивостью. Однако что-то в их глазах говорило ему о том, что под внешним очарованием таится ужасная холодность, невыносимая для него отчужденность. Однажды Дону Хуану пришла в голову мысль о том, что поскольку эти женщины так раскованы и не обращают внимания на формальности, все они должны быть легкого поведения. Однако он быстро понял, что это не так. Однажды он остался один и пошел бродить по округе. Его поразили размеры особняка и прилегавших земель. Никогда ничего подобного он не видел. Это был старый дом колониальных времен, обнесенный высокой стеной. Внутренние балконы были уставлены цветочными горшками, а в патио росли громадные фруктовые деревья. Их тень вызывала ощущение тишины, уединения и умиротворения. Комнаты в доме были просторными. На первом этаже, вокруг внутренних двориков, были открытые переходы. На верхнем этаже располагались загадочные спальни, куда Дону Хуану входить не разрешалось. Впоследствии он был немало удивлен возникшим у женщин глубоким интересом к его благополучию. Они делали для него все. Казалось, они ловили каждое его слово. Никогда раньше к нему не относились так хорошо. Но и такого одиночества он никогда раньше не ощущал.
Дон Хуан постоянно находился в обществе красивых, странных женщин, и все же был так одинок, как никогда прежде. Он полагал, что это чувство одиночества проистекало от неумения предсказывать поведение женщин или понимать их истинные чувства. Он знал о них лишь то, что они ему сами о себе говорили. Через несколько дней после прибытия Дона Хуана женщина, казавшаяся лидером, принесла ему совершенно новую мужскую одежду и сказала, что больше не надо носить женское платье в качестве маскировки, поскольку чудовищный человек, кем бы он ни был, сейчас куда-то исчез. И еще ему позволили гулять там, где он захочет. Дон Хуан попросил встречи с Белисарио, которого он не видел со дня своего прибытия. Женщина сказала, что Белисарио уехал. Перед отъездом он сказал, что Дон Хуан может оставаться в доме сколько захочет, но только до тех пор, пока не минует опасность. Дон Хуан признался, что ему грозит смертельная опасность. На Гассиенде он часто видел чудовище, рыскающее по окрестным полям. Женщина не поверила ему и напрямик сказала, что он плохой актер, и нечего притворяться, иначе его поставят на место. Она заявила Дону Хуану, что их дом не для бездельников. Здесь все серьезные люди, очень много работают и не могут позволить себе держать нахлебника. Такие слова оскорбили Дона Хуана. Он вылетел из дома и тут же наткнулся на чудовище, рыскавшее в декоративном кустарнике у стены. Его гнев сменился на страх. Он снова вбежал в дом и стал просить женщину, чтобы ему позволили остаться. Он обещал бесплатно потрачить, лишь бы его не прогоняли. Она согласилась, но Дону Хуану предстояло принять два условия: не задавать вопросов и беспрекословно выполнять все, что прикажут. Она предупредила, что если он нарушит эти условия, его пребывание в доме будет под вопросом. «Я с трудом подчинился», — продолжал Дон Хуан. «Мне не хотелось принимать ее условия, однако я знал, что чудовище бродит поблизости. В доме я был в безопасности. Я знал, что ужасный человек всегда останавливается у невидимой черты, окружавшей дом, примерно в радиусе 100 метров. Внутри ее я чувствовал себя в безопасности. Насколько я мог заметить, что-то удерживало чудовище на расстоянии, и это меня вполне устраивало. И еще я заметил, что если рядом был кто-то из живших в этом доме людей, монстр не показывался. Через несколько недель, ничего не изменивших в ситуации, вновь появился молодой человек, который, как считал Дон Хуан, жил в доме чудовищного человека под видом старого Белисарио. Он сказал Дону Хуану, что только что прибыл, что его зовут Хулиан, и он владелец Гассиенды. Дон Хуан, естественно, спросил, почему тут больше не маскируется. Молодой человек взглянул ему прямо в глаза и без колебаний заявил, что не знает ни о какой маскировке. «Как ты смеешь находиться в моем доме и нести такую чепуху?» — закричал он на Дона Хуана. «За кого ты меня принимаешь?» «Но ведь ты Белисарио, правда?» — настаивал Дон Хуан. «Нет», — ответил молодой человек. «Белисарио — старик, а меня зовут Хулиан, и я молод. Разве ты не видишь?» Сбитый с толку, Дон Хуан сказал, что он не вполне уверен, было ли это маскировкой, и только тут сообразил, насколько абсурдна его догадка. Если старик не был замаскированным юношей, то оставалось лишь перевоплощение, а это было еще большим абсурдом. Дон Хуан в замешательстве спросил о чудовище. И молодой человек ответил, что не имеет понятия ни о каком чудовище. Он допускал, что Дона Хуана что-то испугало, иначе бы старый Белисарио не предоставил ему убежище. Но, какими бы ни были причины, заставлявшие Дона Хуана прятаться, его это не интересовало. Дона Хуана задел холодный тон, которым говорил с ним хозяин, и его манеры. Рискуя навлечь на себя его гнев, Дон Хуан все же напомнил ему, что они уже однажды встречались, на что хозяин ответил, что, несмотря на то, что они никогда не виделись, он все же считается с желанием Белисарио, которому многим обязан. И еще молодой человек сказал, что не только является единственным владельцем дома, но и несет ответственность за каждого его обитателя, включая и Дона Хуана, который, раз уж прячется здесь, тоже находится под его покровительством.
Но если Дон Хуан со всем этим не согласен, он вправе уйти и сам противостоять монстру, которого, правда, не видел никто, кроме него. Прежде чем решиться на такие условия, Дон Хуан счел разумным спросить, что означает быть под покровительством хозяина дома. Молодой человек повел Дона Хуана в ту часть особняка, где еще продолжалось строительство, и сказал, что она символизирует его собственную жизнь и поступки. Строительство не завершено. Оно ведется, и есть все основания полагать, что его не завершат никогда. «Ты являешься одним из элементов этого незавершенного здания», — сказал он Дону Хуану. «Скажем, ты балка, которая будет поддерживать крышу. Но до тех пор, пока мы не положим ее на место, а затем не накроем крышей, неизвестно, выдержит ли она. Главный плотник говорит, что выдержит. Вот и я являюсь главным плотником». Такое метафорическое сравнение ничего для Дона Хуана не прояснило, и он ожидал, что ему прикажут заниматься какими-либо работами. Молодой человек попытался зайти с другой стороны. «Я Нагваль», — пояснил он. «Я несу освобождение. Я являюсь лидером людей, живущих в этом доме. Ты тоже находишься здесь и поэтому являешься его частью, хочешь ты этого или нет». Дон Хуан ошеломленно смотрел на него, не в силах проговорить ни слова. «Я Нагваль Хулиан», — сказал его хозяин, улыбаясь. «Без моего вмешательства не существует пути к свободе». Дон Хуан все еще не понимал. Однако он начал беспокоиться о своей безопасности ввиду явного безумия этого человека. Он был так поглощен своим внезапным открытием, что даже не поинтересовался значением слова «нагваль». Он знал, что нагвалями называют колдунов, однако не был в состоянии постичь весь смысл слов Нагваля Хулиана. Возможно, он в глубине души все прекрасно понял, но сознание не принимало подобных вещей. Какое-то время молодой человек пристально смотрел на него, а затем сказал, что в данный момент задачей Дона Хуана будет помощь и услужение ему лично. За это платить не будут, но предоставят отличную комнату и стол. Время от времени ему будут предлагать еще кое-какую мелкую работу, которая потребует особого внимания. Его обязанностью будет как работать самому, так и наблюдать, как это делают другие. За эти особые услуги ему выплатят небольшую сумму денег, которая будет находиться под контролем у одного из обитателей имения. Если когда-нибудь Дон Хуан захочет покинуть дом, он сможет получить немного наличными в качестве пособия. Молодой человек подчеркнул, что Дон Хуан не должен считать себя пленником, но если он останется, то обязан будет работать. И еще более важные, чем работа вещью, были 3 требования. Он должен изучать все, чему его будут учить женщины, и его взаимоотношения с обитателями поместья должны быть образцовыми. Это значило постоянный контроль за своим поведением и отношением к ним ежеминутно в течение всего дня. Обращаясь к молодому человеку, Дон Хуан должен называть его Нагвалем, а если будет говорить о нем, Нагвалем Хулианом. Дон Хуан подчинился с неохотой, и хотя он тотчас погрузился в привычную грубость, работу свою он освоил довольно быстро. Он так и не понял требования изменить отношение к окружающим и манеру поведения. И хотя ему некого и не за что было упрекнуть, он искренне верил, что его обманывают и эксплуатируют. Когда угрюмость Дона Хуана достигла предела, он замкнулся в себе и почти перестал общаться с кем бы то ни было. И тогда Нагваль Хулиан собрал всех обитателей особняка и объявил, что хоть он и нуждается в помощнике, однако будет ждать их решения. И если им не нравится угрюмость и необщительность его нового слуги, пусть скажут об этом. Если большинство не одобрит поведение Дона Хуана, ему придется убираться восвояси и самому разбираться с ожидавшим его снаружи не то чудовищем, не то собственной выдумкой. Затем Нагваль Хулиан вывел их на лужайку перед домом и потребовал, чтобы Дон Хуан показал всем чудовищного человека. Дон Хуан показал в том направлении, где, по его мнению, тот находился,
но никто ничего не заметил. Дон Хуан в отчаянии подбегал то к одному, то к другому из присутствующих, уверяя, что чудовище рядом, умоляя помочь ему, но все они оставались безучастными к его мольбам и называли его сумасшедшим. Вот тогда Нагваль Хулиан и сказал, что необходимо сообща решить дальнейшую судьбу Дона Хуана. Бывший среди них нелюдимый мужчина отказался от голосования. Он пожал плечами и пошел прочь. Все женщины высказались против дальнейшего пребывания Дона Хуана в их доме. Они мотивировали это тем, что он слишком мрачен и имеет скверный характер. Однако в процессе жарких споров Нагваль Хулиан полностью изменил свое отношение к Дону Хуану и стал его защищать. Он говорил, что женщины несправедливы к бедному юноше, и что тот, возможно, еще не совсем помешался, и, может быть, даже видит своего монстра на самом деле. Еще он сказал, что, наверное, его угрюмость является порождением беспокойства и страха. В результате страсти накалились, и через минуту женщины уже вовсю кричали на самого Нагваля. Дон Хуан, хотя и слышал этот спор, мало интересовался им. Он понимал, что его хотят выгнать, и что чудовищный человек наверняка захватит его и превратит в раба. Чувствуя свое полное бессилие, он заплакал. Его отчаяние и слезы как-то повлияли на рассерженных женщин. Их лидер предложила следующее: предоставить Дону Хуану испытательный срок в 3 недели, в течение которых его характер и поведение будут ежедневно оцениваться всеми женщинами. Она предупредила Дона Хуана, что если за это время на него поступит хоть одна жалоба, его вышвырнут вон. Дон Хуан рассказал, как затем Нагваль Хулиан с отеческой заботой отвел его в сторону и вновь начал запугивать. Шепотом он сообщил, что знает не только о существовании монстра, но и о том, что он бродит по округе. Однако, связанный каким-то условием, разглашать которое он не смеет, он не может говорить о монстре женщинам. Он настойчиво просил Дона Хуана не быть мрачным и притвориться, будто его дурное настроение переменилось на противоположное. «Делай вид, что ты доволен и счастлив», — сказал он Дону Хуану. «Если ты не последуешь моему совету, женщины прогонят тебя. Одно лишь это может образумить тебя. Используй свой страх как реальную движущую силу. Это все, что у тебя есть». Всякие колебания или задние мысли, имевшиеся у Дона Хуана, немедленно улетучились при виде чудовища, которое нетерпеливо поджидало его у невидимой черты. Казалось, оно понимало, насколько шатким было его положение. Чудовище выглядело зверски голодным и, видимо, предвкушало скорый пир. Нагваль Хулиан еще раз припугнул своего подопечного. «На твоем месте, — сказал он, — я вел бы себя так, как хотят эти женщины. Я вел бы себя как ангел. Это спасло бы меня от адского зверя». «Значит, ты и вправду видел его?» — спросил Дон Хуан. «Конечно», — ответил Нагваль. «И еще я знаю, что если ты уйдешь или женщины выгонят тебя, чудовище схватит тебя и превратит в своего раба. Говорят, что такое чудовище способно причинить своей жертве невообразимые страдания». Теперь Дон Хуан знал, что его может спасти лишь примерное поведение. Страх стать добычей чудовищного человека был поистине мощным психологическим стимулом. Дон Хуан рассказал, что в силу некоторых особенностей его характера он был груб лишь с женщинами и никогда не позволял себе вольностей в присутствии Нагваля Хулиана. По неизвестной причине Дон Хуан понимал, что Нагваль не был тем человеком, на которого можно было бы сознательно или бессознательно повлиять. Другой обитатель поместья, нелюдимый мужчина, не обращал никакого внимания на Дона Хуана. После нескольких встреч у Дона Хуана сложилось определенное впечатление о нем, как о человеке, которого незачем принимать в расчет, человеке слабом, праздном и подчиненном этим красивым женщинам. Позднее, когда он лучше смог узнать характер Нагваля, он понял, что этот человек просто был в тени, заслоненный блеском других. Со временем Дон Хуан разобрался,
кто был среди них лидером и имел власть. К своему удивлению и даже восхищению он понял, что здесь ни один человек не стоит выше другого и не считается лучше. Некоторые выполняли такие функции, на которые другие были не способны, однако это не было поводом для их возвышения. Просто все они были разными. Однако последнее слово в любом деле оставалось за Нагвалем Хулианом, и ему доставляло явное удовольствие выражать свою волю в виде поистине дьявольских шуток, которые он мог разыгрывать буквально с каждым. Была среди них также одна загадочная женщина по имени Талия, женщина Нагваль. Никто не говорил Дону Хуану о том, кто она такая или что это означает. Однако вскоре ему стало ясно, что среди 7 женщин Талия играет особую роль. Они так много говорили о ней, что любопытство Дона Хуана возросло до невероятных размеров. Он без конца задавал ей множество вопросов, и тогда женщина-лидер решила научить его читать и писать, чтобы Дон Хуан мог полнее использовать свои дедуктивные способности. Она сказала, что лучше научиться записывать, чем полагаться на свою память. Таким образом, он сможет накопить огромное количество сведений о Талии, сведений, которые ему следует перечитывать и изучать до тех пор, пока не прояснится истина. Предвидя в характере Дона Хуана дух противоречия, Талия заявила, что, хотя это и кажется абсурдным, но познание того, кем она является на самом деле, есть наиболее трудная и почетная из всех задач. Это, сказала она, еще и забавно. Более серьезным тоном она добавила, что Дону Хуану совершенно необходимо изучить основы счетоводства, чтобы помогать Нагвалю в управлении поместьем. Не откладывая в долгий ящик, она начала давать ежедневные уроки, и менее чем за год Дон Хуан достиг немалых успехов, научившись читать, писать и вести бухгалтерские книги. Все происходило настолько постепенно, что Дон Хуан и не заметил, как изменился. Самая непостижимая перемена заключалась в том, что в его характере появилась такая замечательная черта, как отрешенность. Будучи очень занятым, он сохранил впечатление, что в доме ничего не происходит, просто потому, что был не в состоянии разобраться в обитателях поместья. Все они являлись зеркалами, не дававшими отражения. «Этот дом служил мне убежищем в течение почти 3 лет», — продолжал Дон Хуан. «За это время со мной приключилось немало вещей, но я не считал их такими уж важными. Или, по крайней мере, предпочитал считать их неважными. Я был уверен в том, что все эти годы я лишь прятался, дрожа от страха, и работал как мул». Дон Хуан засмеялся и сказал, что по настоянию Нагваля Хулиана он согласился изучать магию и таким образом смог освободиться от всепоглощающего страха, возникающего при виде чудовища. Но при всем том, что Нагваль Хулиан многое рассказывал ему, он, казалось, склонен был скорее подшучивать над Доном Хуаном. Поэтому Дон Хуан искренне верил, что не учился ничему, хоть в какой-то степени относящемуся к магии, поскольку, очевидно, в доме никто и не занимался ею. Однажды, однако, он поймал себя на том, что, сам того не желая, целенаправленно идет в сторону той невидимой линии, которая не подпускала монстра ближе. Как и всегда, этот чудовищный человек наблюдал за домом, но на этот раз вместо того, чтобы ретироваться в дом в поисках убежища, Дон Хуан продолжал идти. Невероятный прилив энергии заставил его двигаться вперед, не заботясь о своей безопасности. Чувство полной отрешенности позволило ему встретиться с чудовищем, терроризировавшим его много лет, лицом к лицу. Он думал, что эта тварь сейчас бросится на него и схватит за горло, но такая мысль больше не приводила его в ужас. Секунду он смотрел на чудовищного человека с расстояния в несколько дюймов, а затем пересек линию. Но чудовище не напало на Дона Хуана, чего он раньше больше всего боялся. Оно превратилось в пятно с неясными очертаниями, в едва различимое облачко белесого тумана. Дон Хуан подошел к нему, и сгусток тумана как бы в страхе отступил назад.
Дон Хуан преследовал его в поле до тех пор, пока не понял, что от чудовища не осталось и следа. Тогда он осознал, что монстра никогда и не существовало. Однако Дон Хуан не мог объяснить, что же тогда так пугало его. Смутная догадка подсказала ему, что хотя он и знал об истинной природе чудовища, что-то мешало ему думать об этом. Внезапно Дон Хуан сообразил, что этот мошенник Нагваль Хулиан наверняка знал правду о происходящем, а такого рода трюки спускать не полагается. Прежде чем пойти за объяснениями, Дон Хуан впервые позволил себе прогуляться по поместью без чьего-либо сопровождения. До сих пор это было невозможно. Каждый раз, когда ему нужно было пересечь невидимую линию, с ним был кто-нибудь из обитателей поместья, что лишь сковывало его передвижение. Дважды или трижды Дон Хуан пытался нарушить это правило, но скоро понял, что рискует попасть монстру в лапы. Полный странной энергии, Дон Хуан вошел в дом, но не для того, чтобы отпраздновать свою новую победу и мощь, а чтобы собрать всех обитателей поместья и потребовать у них объяснений их бесстыдной лжи. Он обвинил их в том, что его заставляли работать как невольника, играя на чувстве страха перед несуществующим чудовищем. Женщины смеялись так, как будто он рассказал им очень смешной анекдот. Только Нагваль Хулиан, казалось, осознавал свою вину, особенно тогда, когда Дон Хуан, срывающимся от негодования голосом, говорил о 3 годах непрерывного страха. Нагваль Хулиан опечалился и открыто зарыдал, когда Дон Хуан потребовал извинений за то, что его так бесстыдно эксплуатировали. «Но ведь мы говорили тебе, что чудовище не существует», — сказала одна из женщин. Дон Хуан свирепо взглянул на Нагваля Хулиана, который стоял, кротко потупив глаза. «Вот он знал, что чудовище существовало», — завопил Дон Хуан, гневно показывая пальцем на Нагваля. И он тут же понял, что говорит вздор, поскольку вначале Нагваль Хулиан убеждал его в том, что монстра не существовало. «Чудовище никогда не существовало», — уточнил Дон Хуан, дрожа от ярости. «Это был один из его трюков». Нагваль Хулиан, непрерывно рыдая, стал извиняться перед Доном Хуаном, а женщины в это время покатывались со смеху. Дон Хуан еще никогда не видел, чтобы они так хохотали. «С самого начала ты знал, что нет никакого чудовища», — набросился он на Нагваля Хулиана, который, стоя с низко опущенной головой и глазами полными слез, признал свою вину. «Я действительно обманывал тебя», — промямлил он. «Никакого чудовища не было. То, что ты видел как монстра, было просто сгустком энергии. Твой страх придал ему вид ужасного чудовища. Ты сказал, что это чудовище собиралось сожрать меня». «Как ты мог так бесстыдно лгать?» — заорал на него Дон Хуан. Потом Дон Хуан завопил, что больше не желает слушать эти глупости. Он потребовал, чтобы его право на уход было немедленно подтверждено. «Можешь уходить, когда захочешь», — коротко сказал Нагваль Хулиан. «Ты имеешь в виду, что я могу уйти хоть сейчас?» — спросил Дон Хуан. «Ты этого хочешь?» — спросил Нагваль. «Конечно, я хочу покинуть это проклятое место и проклятую компанию лгунов, живущих здесь», — рявкнул Дон Хуан. Нагваль Хулиан распорядился, чтобы Дону Хуану сполна заплатили за его службу, а затем с сияющими глазами пожелал ему удачи, процветания и мудрости. Женщины не хотели прощаться с ним. Они смотрели на Дона Хуана до тех пор, пока он не опустил голову под сиянием их глаз. Дон Хуан положил деньги в карман и вышел, даже не оглянувшись, радуясь окончанию этого тяжелого испытания. Внешний мир, казалось, несет столько нового. Он так стремился к нему. Находясь в этом доме, он был оторван от повседневной жизни. Он был так молод, силен, в его кармане лежали деньги, его обуревала жажда жизни. Он покинул обитателей дома, не поблагодарив их. Его гнев, сдерживаемый все это время страхом, вырвался наружу. Он уже почти любил их всех, и вот теперь он чувствовал, что его предали. Ему хотелось уйти как можно дальше от этих мест. В городе Дон Хуан столкнулся с первой не слишком приятной неожиданностью. Путешествия были очень трудными и очень дорогостоящими.
Он понял, что если бы он захотел покинуть город, то не знал бы, куда направиться, и что ему придется присоединиться к каким-нибудь погонщикам мулов, которые согласятся взять его с собой. Через несколько дней он отправился в путь с одним имеющим очень хорошую репутацию погонщиком до порта Масатлан. «Хотя мне в то время было только 23 года, — сказал Дон Хуан, — мне казалось, что прожита целая жизнь. Единственное, что я тогда еще не испытал, был секс. Нагваль Хулиан говорил мне, что отсутствие близости с женщинами дало мне силу и стойкость, и что у него оставалось слишком мало времени сделать для меня еще кое-что, прежде чем мир поймает меня в своей ловушке». «Что он имел в виду, Дон Хуан?» — спросил я. «Он имел в виду мое полнейшее незнание того ада, в который я так рвался», — ответил Дон Хуан, «и то, что у него оставалось совсем немного времени, чтобы создать мои баррикады, моих безмолвных защитников». «Что такое безмолвный защитник, Дон Хуан?» «Это хранитель жизни», — ответил он. «Безмолвный защитник — это сгусток необъяснимой энергии, которая приходит к воину, когда больше уже не срабатывает ничто. Мой бенефактор знал, как сложится моя дальнейшая жизнь, когда я больше не буду находиться под его влиянием. Поэтому он стремился показать мне как можно больше магических возможностей выбора. Такие возможности выбора магов должны были стать моими безмолвными защитниками. Возможности выбора магов? «Положение точки сборки», — ответил он. «Вернее, бесчисленное количество положений, которое может достигнуть точка сборки. В каждом случае мелкого или глубокого сдвига маг может укрепить свою новую непрерывность». Дон Хуан повторил, что все испытанное им вместе с его бенефактором или под его руководством было следствием легкого или значительного сдвига его точки сборки. Бенефактор заставлял его испытывать бесчисленное количество возможностей выбора мага, намного больше, чем это обычно необходимо. Он знал, что судьба ведет Дона Хуана к тому, чтобы объяснить, кто такие маги и что они делают. «Эффект таких сдвигов точки сборки накапливается», — продолжал он, независимо от того, понимаешь ты это или нет. В конечном счете это накопление стало работать на меня. Очень скоро после начала совместной работы с Нагвалем моя точка сборки сдвинулась так глубоко, что я начал видеть. Я видел энергетическое поле как монстра, но точка сборки продолжала двигаться до тех пор, пока я не увидел чудовище тем, чем оно было на самом деле — энергетическим полем. Я преуспел в искусстве видения и сам не знал об этом. Я думал, что ничего не делаю и ничему не учусь. Я был невероятно глуп. «Ты был слишком молод, Дон Хуан», — сказал я. «Ты не мог действовать по-другому». Он засмеялся. Вначале он как будто хотел что-то ответить, но затем передумал. Пожав плечами, он продолжал свой рассказ. Дон Хуан сказал, что когда он добрался до Масатлана, он практически уже овладел профессией сезонного погонщика мулов. Ему предложили постоянно работать в качестве сопровождающего караван. Он был очень доволен этим предложением. Ему нравилось путешествовать между Дуранго и Масатланом. Однако оставались две вещи, не дававшие ему покоя. Во-первых, у него до сих пор не было женщины. Во-вторых, его одолевало сильное и необъяснимое желание идти на север. Почему, он и сам не знал. Ему просто казалось, что где-то на севере что-то ждет его. Это чувство настолько овладело им, что в конце концов он вынужден был отказаться от предложенной постоянной работы ради того, чтобы отправиться на север. Его огромная сила и новая необъяснимая искусность дали ему возможность находить работу даже там, где, казалось, найти ее было вообще невозможно. И средства к существованию у него были на протяжении всего его пути на север до штата Синалоа. И там это путешествие закончилось. Он встретил молодую вдову, которая, как и он сам, была из индейского племени Яки, и покойному мужу, который,
он когда-то задолжал. Он решил возместить свой долг, помогая вдове и ее детям, и сам не заметил, как принял на себя роль мужа и отца. Его новые обязанности превратились для него в изрядную обузу. Он лишился возможности свободного передвижения и даже отказался от желания путешествовать дальше на север. Все это, однако, компенсировалось глубоким чувством привязанности к женщине и ее детям. В то время мною иногда овладевало огромное счастье быть отцом и мужем, сказал Дон Хуан. Но именно в эти моменты я замечал, что все складывается как-то ужасно неправильно. Я понял, что утрачиваю чувство отрешенности, приобретенное за время пребывания в доме Нагваля Хулиана. Сейчас я стоял на одной ступени с людьми, которые меня окружали. Дон Хуан сказал, что потребовалось около года жестокой сошлифовки, чтобы он утратил все те новые черты характера, которые приобрел в доме Нагваля. Началось это с глубокого, но какого-то отчужденного чувства привязанности к женщине и ее детям. Такая отрешенная привязанность позволила ему играть роль мужа и отца весьма искусно и непринужденно. Но время шло. Отрешенная привязанность сменилась отчаянной страстью, повлекшей за собой утрату эффективности. Ушло его чувство отрешенности, которое было тем, что давало ему силу любить. Без такой отрешенности им овладели только земные желания. Отчаяние, безнадежность, все то, что так характерно для мира повседневной жизни. Ушла также и его предприимчивость. За годы, проведенные в доме Нагваля, он приобрел динамизм, сослуживший ему хорошую службу, когда он решил стать самостоятельным. Но более всего его теперь беспокоило то, что он потерял свою физическую энергию. Ничем особым не болея, он однажды оказался полностью парализованным. Боли он не чувствовал, паники не было. Казалось, его тело поняло, что мир и покой, в которых он так нуждался, могут быть обретены лишь тогда, когда оно прекратит всякое движение. Беспомощный, лежа в постели, он мог лишь только думать. Он вскоре понял свою ошибку. Она была в том, что у него не было абстрактной цели. Он понял, что люди в доме Нагваля были необычными, потому что их абстрактной целью был поиск свободы. Не понимая, что такое свобода, он все же понял, что это нечто противоположное его конкретным желаниям. Отсутствие абстрактной цели сделало его таким слабым и неэффективным, что он теперь уже был не способен спасти свою приемную семью от ужасной нищеты. Вместо этого теперь семья тащила его назад к прозябанию, отчаянию и печали, которые сам он познал еще до встречи с Нагвалем. Оглядываясь на свою жизнь, Дон Хуан понял, что он не бедствовал и не имел конкретных желаний лишь тогда, когда был с Нагвалем. Нищета стала его уделом, когда им вновь завладели все его конкретные желания. Впервые с тех пор, как в него много лет назад стреляли, и он был ранен, Дон Хуан полностью осознал, что Нагваль Хулиан был действительно Нагвалем, лидером и его бенефактором. Он понял, что имел в виду его бенефактор, когда говорил, что нет свободы без вмешательства Нагваля. У него не оставалось никаких сомнений относительно того, что его бенефактор и все обитатели его дома были настоящими магами. Но Дон Хуан с болезненной ясностью осознал, что он упустил свой шанс стать одним из них. Когда бремя физической беспомощности стало невыносимым, паралич прошел так же загадочно, как и начался. Однажды он просто поднялся с постели и стал работать. Но счастья от этого не прибавилось. Он едва мог сводить концы с концами. Прошел еще год. Дон Хуан ни в чем не преуспел, кроме одной вещи, удавшейся ему сверх всяких ожиданий. Он сделал полный пересмотр своей жизни. Он понял тогда, почему любит и не может бросить этих детей, и почему не может остаться с ними,
а также почему не в состоянии поступить ни так, ни иначе. Дон Хуан понял, что находится в совершенно безвыходном положении и что умереть как воин было единственным действием, достойным того, чему он научился в доме своего бенефактора. Теперь каждую ночь после целого дня непосильной и бессмысленной работы он терпеливо ждал, когда же наступит смерть. Он был так уверен в своем конце, что его жена и ее дети из чувства солидарности ждали прихода смерти вместе с ним. Все четверо в полной неподвижности сидели много ночей подряд и в ожидании смерти пересматривали свою жизнь. Дон Хуан склонил их к этому при помощи тех же слов, которые в свое время использовал его бенефактор. «Не желай ее», — говорил тот, — «просто жди, когда она придет. Не пытайся представить себе, что такое смерть, просто будь там, где ее поток может захватить тебя». Часы, проведенные в спокойствии, укрепляли их духовно, но истощенные тела говорили о проигранной битве. Тем не менее, однажды Дон Хуан почувствовал, что счастье наконец улыбнулось ему. Он нашел себе временную работу в бригаде паденщиков, нанимавшихся на период жатвы убирать урожай. Но у духа были относительно него другие планы. Через пару дней после начала работы кто-то украл его шляпу. Купить себе новую он не мог, но шляпа была ему необходима, так как работать приходилось под палящим солнцем. Чтобы как-то защититься от зноя, он прикрыл голову то ли какой-то тряпкой, то ли пучком соломы. Его товарищи стали смеяться над ним и язвить по этому поводу. Он не обращал на них внимания. По сравнению с жизнью 3 человек, которые полностью зависели от него, его внешний мир не имел для него никакого значения. Но работавшие рядом люди не унимались. Они улюлюкали и смеялись до тех пор, пока их бригадир, боясь беспорядков, не поджег сооружение на голове Дона Хуана. Холодная ярость пересилила его трезвость и осторожность. Он знал, что реагировать так глупо, но моральное право было на его стороне. Он издал пронзительный вопль и бросился на одного из обидчиков, поднял его на плечи, собираясь сломать ему хребет. Вдруг он подумал о голодных детях, о том, как они терпеливо сидели возле него ночи напролет в ожидании смерти. Он опустил мужчину на землю и пошел прочь. Он присел на краю поля, где они работали, и все накопившееся в нем за долгое время отчаяние вырвалось наружу. Это была тихая ярость, но обращена она была не на тех, кто его оскорбил, а на самого себя. Он неистовствовал до тех пор, пока весь его гнев не прошел. «Я сидел там, на виду у этих людей, и плакал», — продолжал Дон Хуан. «Они смотрели на меня, как на сумасшедшего, а я таким и был. Но я не обращал на них никакого внимания. Мне было не до того. Их бригадир пожалел меня и подошел, чтобы как-то утешить. Он думал, что я плачу от жалости к себе. Ему и в голову не могло прийти, что я плачу о духе. Дон Хуан сказал, что, когда его гнев прошел, к нему явился безмолвный защитник. Это было необъяснимым наплывом энергии, породившим в нем отчетливое ощущение приближающейся смерти. Он знал, что у него уже никогда не будет возможности увидеть свою приемную семью. Он громко попросил у них прощения за то, что не имел ни мужества, ни мудрости, необходимых для избавления их от ада на земле. Работники продолжали смеяться и издеваться над Доном Хуаном. Он едва ли слышал их. Слезы катились по его щекам, когда он обратился к духу и поблагодарил его за то, что он привел его на путь Нагваля и дал ему незаслуженную возможность стать свободным. Он слышал вопли ничего не понимавших людей. Они ругались и оскорбляли его. И они имели на это право, ведь он побывал в преддверии вечности и не осознал этого. «Я понял, насколько прав оказался мой бенефактор», — сказал Дон Хуан. «Моя глупость была тем чудовищем, которое уже пожрало меня. В тот момент, когда я подумал об этом, я уже знал, что все
что бы я ни сказал или не сделал, было бессмысленным. Я упустил свой шанс и теперь стал посмешищем для людей. Духу теперь нет никакого дела до моего отчаяния. Нас слишком много, людей со своим ничтожно маленьким личным адом, порожденным нашей глупостью, чтобы дух обращал внимание на каждого. Я опустился на колени и обратился на юго-восток. Я снова поблагодарил своего бенефактора и сказал духу, что мне стыдно. Так стыдно. И на последнем издыхании я простился с миром, который был бы прекрасен, если бы у меня хватило мудрости. Внезапно огромная волна нахлынула на меня. Вначале я ее почувствовал, затем услышал, как она движется, и, наконец, увидел ее приближение с юго-востока напрямик через поля. Она захлестнула меня и накрыла своей темнотой, и свет моей жизни ушел. Мой ад кончился. Наконец я умер, наконец я был свободен. А рассказ Дон Хуана ошеломил меня. Но он игнорировал все мои попытки говорить об этом. Он сказал, что как-нибудь в другой раз и в другом месте мы еще обсудим эту историю. Затем Дон Хуан потребовал, чтобы я занялся тем, для чего мы пришли сюда — совершенствованием овладения осознанием. Пару дней спустя, когда мы возвращались с гор, он неожиданно снова заговорил о своей истории. Мы как раз присели отдохнуть. Я никак не мог отдышаться, в то время как дыхание Дона Хуана было совершенно ровным. «Битва магов за свою уверенность наиболее драматичная из всех битв», — сказал Дон Хуан. «Она причиняет страдания и требует немало сил. Великое множество раз она стоила магам жизни». Он объяснил, что для того, чтобы маг был полностью уверен в своих действиях или в своем положении в мире магов, а также чтобы он был свободен разумно использовать свою новую непрерывность, он должен вначале разрушить непрерывность своей старой жизни. Только потом его действия смогут приобрести необходимую уверенность, которая укрепит и уравновесит зыбкость и нестабильность его новой непрерывности. Видящие маги нового времени называют этот процесс нейтрализации билетом в безупречность или символической, но окончательной смертью, сказал Дон Хуан. На этом поле, в штате Синалоа, я получил свой билет в безупречность. Там я умер. Зыбкость моей новой непрерывности стоила мне жизни. Скажи, Дон Хуан, ты действительно умер тогда или только потерял сознание? Спросил я, стараясь не выглядеть циничным. А на том поле я действительно умер, ответил он. Я понял, что мое осознание покинуло меня и движется к орлу. Но поскольку я произвел перепросмотр всей моей жизни, орел не поглотил мое осознание. Он отверг меня. Тело мое лежало бездыханным в поле, поэтому орел не позволил мне обрести свободу в полной мере. Он как бы приказал мне возвращаться и начать все сначала. Я поднялся на вершину кромешной тьмы и спустился снова к свету земли. И тут я обнаружил себя в неглубокой могиле на краю поля, засыпанной камнями и комьями земли. Дон Хуан сказал, что теперь он уже знал, что ему делать. Выбравшись из могилы, он поправил ее, как если бы тело до сих пор оставалось там, и пошел прочь. Он чувствовал себя сильным и уверенным. Он знал, что ему необходимо вернуться в дом бенефактора. Но прежде чем отправиться в обратный путь, он хотел повидаться со своей семьей и объяснить им, что он стал магом и не может оставаться с ними. Он хотел объяснить им, что его падение было следствием незнания того, что маги никогда не смогут построить мост для соединения с людьми мира. Но если люди захотят сделать это, именно им придется выстроить такой мост, который связал бы их с магами. «Я пошел домой», — продолжал Дон Хуан. «Но дом мой был пуст. Обескураженные соседи сказали мне, что рабочие пришли с поля и сообщили о моей смерти.
после чего моя жена и дети покинули эти места. Как долго ты был мертв, Дон Хуан? По-видимому, целый день. На губах Дона Хуана играла улыбка. Казалось, его глаза были сделаны из блестящего обсидиана. Он наблюдал за моей реакцией, ожидая комментариев. Что стало с твоей семьей, Дон Хуан? Ну-ну, вопрос чувствительного человека. А я-то думал, что ты собираешься спросить меня о моей смерти. Я признался, что именно это я и собирался сделать, но знал, что он видит мой вопрос, который я как раз формулировал в уме. Поэтому я наперекор спросил совсем о другом. Я не собирался шутить, но он засмеялся. «Моя семья исчезла в тот же день», — сказал Дон Хуан. «Моя жена осталась в живых. Так оно и должно было быть при тех условиях, в которых мы жили. Поскольку я ожидал прихода смерти, она поняла, что я получил все, что хотел. Незачем было оставаться там, поэтому они ушли. Я потерял детей и успокаивал себя лишь одной мыслью. Быть с ними не моя судьба. Между прочим, маги имеют одну замечательную способность. Они живут исключительно в сумерках чувств, которые наиболее точно можно описать словами «и все же». Когда мир рушится вокруг них, маги признают, что ситуация ужасна, и затем немедленно отступают в сумерки этого «и все же». С величайшей целеустремленностью они, особенно старший мальчик, пересмотрели свою жизнь со мной. Только дух мог определить исход такой привязанности. Дон Хуан напомнил, что он когда-то учил меня тому, что делают воины в таких ситуациях. Воин делает все от него зависящее, а затем, без угрызений совести или сожалений, расслабляется и позволяет духу решить исход. «Каким было решение духа, Дон Хуан?» — спросил я. Он не ответил, посмотрев на меня долгим, внимательным взглядом. Я знал, что он отчетливо понимает, почему я спрашиваю об этом. Я испытывал похожую привязанность и похожую потерю. «Решение духа представляет собой еще одно абстрактное ядро», — сказал он. «Вокруг него и построены истории магов. Мы еще поговорим об этом особом решении, когда перейдем к обсуждению этого абстрактного ядра. А сейчас можешь задавать свой вопрос о моей смерти». «Если все решили, что ты умер, то почему похоронили тебя в неглубокой могиле?» — спросил я. «Почему они не вырыли настоящую могилу и не похоронили как следует?» «Это больше похоже на тебя», — сказал он, смеясь. «Я сам задавал себе тот же вопрос и понял, что все эти рабочие с фермы были набожными людьми. Я был христианином, а христиан так не хоронят. Их не оставляют, как дохлых собак. Я думаю, они ожидали, что придет моя семья, заберет тело и похоронит надлежащим образом. Но моя семья не пришла никогда. Искал ли ты их, Дон Хуан? Нет, маги никогда никого не ищут, ответил он. А я был магом. Я поплатился жизнью за то, что не знал, что являюсь магом и что маги никогда ни с кем не сближаются. Начиная с того дня, я принимаю лишь общество и заботу воинов, таких же мертвых, как и я. Дон Хуан сказал, что он вернулся в дом своего бенефактора, где все сразу поняли то, что ему открылось, и обращались с ним так, словно он никогда их не покидал. По этому поводу Нагваль-Хулиан сказал, что поскольку характер Дона Хуана имел некоторые особенности, ему пришлось очень долго ждать смерти. Мой бенефактор объяснил мне тогда, что билетом мага к свободе является его смерть, продолжал Дон Хуан. Еще он сказал, что сам он заплатил за этот билет к свободе так же, как все обитатели поместья, и что теперь мы все равны, будучи мертвыми. «Я тоже мертв, Дон Хуан?» — спросил я. «И ты тоже», — сказал он. «Однако большой трюк магов состоит в том, что они осознают, что мертвы. Их билет в безупречность должен быть обернут в осознание. Маги говорят, что в такой оболочке их билет сохраняется в первозданном виде. Вот уже 60 лет я поддерживаю свой в этом первозданном состоянии.